Смотрите, мы создали полноценную презентацию буквально за 3 минуты, плюс добавили туда слова спикера, либо идеи для слов спикера, которые он будет произносить, демонстрируя эту презентацию. И второе, мы с вами выгрузили 100-страничный PDF-файл в ChatGPT, в искусственный интеллект, и он на основе этих данных создал нам 16-страничную презентацию, добавил туда диаграммы, и все это визуально вот так вот красиво оформил. Давайте посмотрим, как это сделать. Смотрите, в одном из своих видео где-то полгода назад я детально показывал, как с помощью связки ChatGPT и PowerPoint делать полноценные презентации. Сейчас ситуация еще сильнее улучшилась, и мы можем прямо в окне ChatGPT искусственного интеллекта делать полноценные презентации, выгружать уже их в формате презентации для PowerPoint. То есть нам, грубо говоря, не нужно теперь переносить, копировать какие-то тексты. Теперь весь процесс происходит автоматически, и это еще сильнее ускоряет нас в плане создания каких-то презентаций. Ведь напоминаю, что кроме презентаций мы также можем генерировать уже на основе этих презентаций полноценные слова, которые будет произносить спикер. Плюс мы можем не просто генерировать презентацию от ChatGPT, то есть чтобы он нам придумывал презентацию, а мы также можем загружать либо выгружать туда свои какие-то PDF-документы, PDF-файлы и на основе либо Excel-евские файлы с данными, и на основе, соответственно, этих файлов уже создавать полноценные презентации, которые нам ChatGPT будет выгружать туда, куда нам необходимо. Давайте в этом видео подробно разберемся, как это сделать. Значит, смотрите, я буду использовать ChatGPT 4o, это последняя версия ChatGPT, и на мой взгляд она работает намного лучше вот в плане создания презентации, в плане генерации таблиц, генерации умных диаграмм. Посмотрите обязательно эти видео, как с помощью ChatGPT, у меня есть на канале, как с помощью ChatGPT генерировать полноценные диаграммы. И эти диаграммы уже можно выгружать непосредственно в PowerPoint для создания каких-то презентаций. Но давайте сначала мы с вами просто рассмотрим базовый процесс создания презентации. Например, мне необходимо создать презентацию на тему генерации контента на YouTube для укрепления связи с аудиторией и развития личного бренда. То есть я ему так и пишу, что слушай, да, вот смотри, я хочу создать, мне необходимо подготовить презентацию на такую-то тему. Я сейчас, да, сразу же скажу, потому что есть многие в комментариях пишут, ты смотри на текст, что он тебе генерирует. Я не смотрю на текст, что он мне генерирует, потому что я не занимаюсь сейчас полноценным созданием презентации. Я вам показываю шаблон, как, соответственно, все это может использоваться. Сейчас мне важно вообще показать процесс, а дальше уже там углубляться в суть и смотреть, поправлять, корректировать. Это уже вы сами будете при создании своей собственной презентации. Поэтому те ребята, которые, знаете, любят потыкать носом в экран и говорить, да смотри, что он тебе пишет, такую презентацию даже нигде нельзя использовать. Конечно, нельзя, я ведь просто показываю вам шаблон, как это делать. А шаблон вы просто посмотрите, а потом, когда вам понадобится сделать это самостоятельно, вы уже будете, соответственно, ее создавать самостоятельно. Значит, смотрите, я здесь в данном случае не использовал пока никакие промпты. Я просто ему задал, единственное, что я использовал, это у меня настроен мой ChatGPT в плане пользовательских инструкций. То есть он здесь является профессионалом видеомаркетинга, то есть здесь забиты пользовательские инструкции, потому что ChatGPT был в принципе профессионалом видеомаркетинга, потому что в основном я ChatGPT сейчас использую для создания видеоконтента. Это Reels, это YouTube, и по большей степени для создания контента мне подходит именно такая пользовательская инструкция. А промпт какой-то дополнительный я не использовал. Когда у нас вбита пользовательская инструкция от ChatGPT конкретно, то он уже является профессионалом в этой теме, и в принципе здесь можно уже использовать любой промпт. Напоминаю, что вся база с промптами и с пользовательскими инструкциями находится у нас в телеграм-канале, в моем телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. Обязательно кликайте по этой ссылке, переходите в телеграм-канал и получите доступ, соответственно, в нашу базу знаний, где собрано больше 10 тысяч различных промптов
плюс 250 различных образов для ChatGPT. Если в первом видео, которое я записывал про PowerPoint, мы снимали как раз видео о том, как, соответственно, генерировать код уже на основе там ChatGPT и вставлять этот код в PowerPoint, то сейчас мы всю задачу еще более упрощаем. То есть мы не используем, соответственно, промпт отдельный для создания презентации. Мы просто использовали пользовательскую инструкцию, которую вбили, и уже на основе этого ChatGPT нам генерирует, соответственно, слайды. Значит, что он сейчас сделал? Он нам сейчас детально прописал, какие слайды, в принципе, могут быть на этой презентации. Что мы можем сделать? Мы можем ему объяснить, что, например, у нас должно быть, там, наше выступление должно быть, грубо говоря, на 40 минут. Соответственно, необходимо сделать так, чтобы все 40 минут мы выдавали какой-то контент, а не быстро там пробежались по всем слайдам. Что еще мы можем сделать? Мы можем углубиться, то есть, например, выбрать слайд первый, заголовок, генерация контента на YouTube для укрепления связи с аудиторией и развития личного бренда. Что мы его просим? Например, нам необходимо добавить в слайд первый, он мне показался неинформативным, я его прошу, добавить в первому слайду фразу, которая зацепит внимание зрителя с первой секунды для открытия слайда. Открой секреты, которые помогут превратить зрителя в преданных фанатов. Это уже лучше, то есть этот слайд уже лучше. И таким образом, то есть мы смотрим сначала, что он генерирует, и после этого мы вносим какие-то корректировки по каждому элементу. Это, во-первых, вы создадите реально крутую презентацию, а не какую-то презентацию. Вы ее создадите быстро, и вы будете понимать, о чем идет речь. Дальше, значит, сразу же вам покажу. Необходимо каждому слайду, например, подготовить текст. Что мы делаем? Мы ему так и говорим: подготовь текст, который произносить будет спикер к слайду 1. И он нам здесь уже готовит текст конкретно под слайд 1. То есть, когда спикер будет выходить, включать первый слайд, у него уже будет готова как бы идея для текста. То есть он не просто выйдет и скажет: генерация контента на YouTube для укрепления связи с аудиторией из развития личного бренда. Откройте секреты, которые могут превратить зрителя в преданных фанатов. То есть это плохая презентация, да? То есть хорошая презентация — это та, которой не нужно читать слайды. И, соответственно, ChatGPT это понимает, и он нам генерирует уже полноценный текст, либо идею для текста, который можно взять за шаблон для использования уже спикером. Хорошо, мы, предположим, так проработали всю нашу презентацию. Что нам теперь нужно? Нам нужно ее сделать визуальной, то есть сгенерировать ее в формате PowerPoint. Мы его так и об этом и просим, то есть сгенерируй презентацию в формате PowerPoint. И теперь нам не нужно, то есть сейчас не нужно вот это вот заниматься копированием, копировать и переходить в PowerPoint и вставлять, соответственно, эту презентацию. Нам ChatGPT буквально вот здесь сколько, 13 слайдов, он может там порядка минуты, наверное, на это уйдет, а он нам сейчас сгенерирует ту презентацию, те слайды, которые у нас уже удовлетворяют, те слайды, которые уже мы можем использовать для работы, соответственно, с PowerPoint. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, он нам сгенерировал презентацию. Мы просто нажимаем «Скачать файл». Все, мы скачали презентацию, она выглядит вот в таком вот виде. То есть, ну, во-первых, она не привлекательно выглядит. Что мы делаем? Мы в первую очередь выбираем формат этой презентации. Нам необходимо зайти в конструктор, размер слайда и сделать сразу же широкоформатный формат. То есть сейчас уже презентация выглядит более интересно. Следующее, нам необходимо следующим элементом, то есть сделать какую-то визуальную составляющую. Самое простое, что мы можем сделать, это выбрать в разделе также конструктор какой-нибудь внешний вид. Но этот внешний вид, он также, ну, сейчас, согласитесь, выглядит не очень прикольно. Значит, мы заходим в раздел конструктор, вот здесь вот он находится справа, и здесь нам уже искусственный интеллект, который также подключен к PowerPoint, может генерировать различные варианты дизайна для нашей презентации. Например, мне кажется, что вот это вот будет неплохой вид. Конечно, мы можем изменить шрифт уже самостоятельно, либо выбрать такой вот формат, либо выбрать такой формат. То есть выбрать тот формат, который вас будет удовлетворять и который вам будет нравиться. Можно потестить
посмотреть различные варианты форматов, различные варианты форматов. Здесь уже он сам добавляет какие-то изображения, какие-то текст. Тот текст, который мы используем, он, соответственно, выбирает дальше наш внешний вид. И таким образом мы прорабатываем например, каждый элемент нашей презентации, и она уже не будет выглядеть так серо, блекло. То есть, смотрите, да, он даже добавляет какие-то визуальные элементы. И теперь эта презентация с помощью конструктора, она уже переходит и имеет более интересный вид. И все это генерируется с помощью того самого искусственного интеллекта. То есть здесь уже мы работаем над визуальной составляющей. Либо мы можем перейти в ChatGPT и попросить его каждому слайду подготовить определенные изображения, которые будут подходить по тому или иному слайду. Также мы можем его попросить подобрать нам шрифт для того, чтобы мы этот шрифт использовали, например, в заголовках. То есть для того, чтобы не думать самостоятельно, какой шрифт выбрать для презентации, мы также у ChatGPT спрашиваем, какие сейчас современные шрифты и какие из них лучше всего подойдут, соответственно, для этой презентации. Конечно, да, с изображением стоит поработать, но это уже детали, то есть это уже визуальная составляющая, которую вы заходите и с помощью ChatGPT вы эту с помощью искусственного интеллекта, подключенного к PowerPoint, вы эту визуальную составляющую как раз и корректируете и делаете ее такой, которая будет удовлетворять непосредственно вас. Это первый, самый простой способ генерации так называемой презентации. Следующее, давайте создадим новую презентацию, и здесь мы уже немножко усложним задачу. Я хотел изначально скачать какую-то электронную книгу в интернете и, соответственно, на основе этой электронной книги уже подготовить полноценную презентацию. То есть как будет выглядеть мой промпт. Но я решил поступить иначе. У меня есть 100-страничный файл от годовой отчет от компании NVIDIA. Я уже как-то разбирал, соответственно, этот отчет. Мы загружали его в ChatGPT, на его основе строили диаграммы о прибылях и убытках компании NVIDIA. И, соответственно, я этот файл просто загрузил и попросил его ChatGPT создать мне полноценную презентацию, полноценные слайды используя данные из этого файла. Мы здесь уже можем добавить какие-то графики, какую-то аналитику. То есть мы просим ChatGPT добавить графики и какие-то таблицы в этот файл, соответственно, в эту презентацию. И он уже нам генерирует презентацию на основе наших запросов. То есть он показывает, в каких слайдах будет использован тот или иной график, та или иная диаграмма, та или иная презентация. То есть в чем смысл? Мы попросили ChatGPT проанализировать 100-страничный отчет и на основе этого отчета быстро подготовить нам презентацию буквально за несколько секунд он с этим справился. Что дальше мы его просим? Мы его просим сгенерировать полноценный файл в формате PowerPoint. Конечно, мы можем детально еще раз пройтись по каждому слайду, и найти какую-то информацию в этом файле, что-то дополнить, где-то добавить какие-то нужные нам элементы, прописать слова, которые будет говорить спикер, представляя эту презентацию. Но смотрите, у нас есть 100-страничный отчет, либо у нас есть любая книга, либо у нас есть какой-то материал, какая-то база данных. ChatGPT это все проанализировал, ChatGPT это все создал в формате таблицы, и ChatGPT написал текст для автора. Справится он с этим буквально за несколько минут. Дальше мы его сейчас попросим сделать файл в формате PowerPoint для того, чтобы все это выгрузить в формат PowerPoint. И также уже внутри PowerPoint с помощью конструктора, подключенного искусственного интеллекта к PowerPoint, мы сгенерируем уже более-менее привлекательную визуальную презентацию. Презентация была создана, то есть вы можете скачать, соответственно, этот файл. И вот такую вот презентацию он нам, соответственно, создал. Смотрите, он прописал название, здесь то же самое. Мы меняем
в конструкторе размер слайда, да, сделаем широкоформатный. Я не знаю, почему ChatGPT делает презентацию 4 к 3. Нам необходимо, наверное, все же сделать форматную презентацию. И здесь, соответственно, он нам уже включил не просто вот слайды, да, не просто текст, который мы будем использовать, а показал, сделал данные диаграммы, сделал графики, необходимые нам. Конечно, да, здесь это все не идеально. Мы можем внутри ChatGPT довести все это до идеального состояния, сделав умные диаграммы, умные графики, которые мы можем корректировать. Но у нас есть 100-страничный файл, который мы просто выгрузили в ChatGPT. Буквально за несколько минут он нам создал полноценную презентацию. И дальше мы уже с этой презентацией можем работать через тот же конструктор, либо выбрать какой-то более-менее там какой-то графический дизайн для этой презентации, сгенерировать более-менее какие-то красивые слайды. Вот сколько бы времени у вас ушло на то, чтобы из такого сделать визуально вот такую вот, сгенерировать вот такую вот презентацию. Я думаю, что много, да, времени ушло бы, чтобы визуально все это красиво оформить. А сколько ушло на это все у искусственного интеллекта, в данном случае в связке ChatGPT с PowerPoint? Буквально несколько минут. И дальше вот нам несколько минут необходимо потратить на то, чтобы выбрать тот формат, который будет нас более-менее удовлетворять. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Обязательно переходите в мой телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Переходите в телеграм-канал, и там информация о том, как получить доступ к огромному количеству промптов, запросов и образов для любого чат GPT, либо любого другого искусственного интеллекта. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Пока.